Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о словах, которые влияют на наше здоровье. И мы рекомендуем всем взять листок бумаги, ручку и записать эти слова и больше не использовать в своей жизни. Потому что именно эти слова, они притягивают негатив, они притягивают болезни и несут разрушительную энергию в вашу жизнь. Поэтому обязательно начните смотреть это видео прямо сейчас и досмотрите до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно проверьте, работает ли у вас колокольчик, все уведомления. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. И заходите на канал, здесь много полезной, важной информации. Также обязательно ставьте лайк и делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация действительно будет полезна и важна. Вы знаете, многие из нас, возможно, не задумывались и не осознавали, как мы с вами произносим множество слов, фраз, и даже при этом не задумываемся, что слово может нести в себе как положительную, так и отрицательную энергию. Поэтому от того, как мы разговариваем и какие слова употребляем, зависит энергия, которая находится возле нас. С помощью слов мы делаем себе установки и просим нужные энергии появиться в нашей жизни. Поэтому, что просим, о чем говорим, то и получаем мы в свою жизнь. Потому что слова имеют достаточно сильную и особую энергию, которая очень быстра, и произнося слово, фразу, мы делаем посыл из этой энергии, и она возвращается нам, возможно, обратно. Поэтому перед тем, как произнести какое-либо слово, всегда старайтесь обдумывать его и в каком тексте это слово будет употребляться. Ведь недаром есть такая русская поговорка, что слово «не воробей» вылетит и уже не поймаешь. И эта поговорка пришла к нам от наших предков. Ведь они были достаточно наблюдательными, мудрыми людьми и придавали всему окружающему должное важное значение, а также чтобы предостеречь людей от негативного последствия, которое имеет слово, любое слово. Но что хуже всего, что есть такие слова, которые несут в себе разрушительную энергию, программируя человека на разрушение самого себя и тем самым притягивая разные болезни. Эта энергия, она способна навредить вам в самый неожиданный момент. Вроде тут все было хорошо, и в одно мгновение все начинает идти не так. На самом деле мы даже не осознаем, насколько мощны слова, которые находятся в нашем ежедневном обиходе. Неважно, к чему или кому относятся слова-разрушители, ведь в результате они разрушают только вашу жизнь и вред наносят сугубо вам. Поэтому, чтобы не навредить себе, пожалуйста, внимательно следите за своими словами, за тем, что вы говорите, особенно когда вы злы или когда вы находитесь, например, в не очень хорошем расположении духа. И выберите день, с которого вы начнете отказываться от разрушительных слов. И это очень важно. Итак, проснувшись утром, до того, как вы уже подниметесь с кровати, скажите такие слова: «С сегодняшнего дня нет словам-разрушителям места возле меня. Я их больше не произношу, настраиваюсь только на положительную энергию». Затем задумайтесь хотя бы на пару минут, какие из этих слов вы употребляете в жизни и для чего вы их вообще говорите, в какие моменты в вашей жизни. И попробуйте проговорить несколько из этих предложений, но постараться не использовать эти слова. И вы поймете, что без них можно легко обходиться, и на самом деле они вам не нужны, потому что это слова-паразиты, которые, во-первых, у вас вытягивают все энергию, во-вторых, они по своей сути не имеют никакого смысла, кроме вреда вашему здоровью.
Первое время, конечно, вам будет тяжело, потому что есть дело привычки, и вы привыкли произносить те или иные слова. Но когда вы научитесь ловить себя на мысли, что вы используете эти слова, это будет вашим первым и, наверное, самым важным шагом. Затем с каждым разом вам будет легче и легче отказываться от этих слов, и через некоторое время вы перестанете их вообще употреблять в своей жизни. Тогда вы увидите, как изменится ваша жизнь, улучшится здоровье, а те болезни, которые присутствовали в вашей жизни, они постепенно, потихонечку начнут уходить от вас. Кто-то скажет, что это фантастика и это невозможно, но дело в том, что мы с вами, люди, живем с вами все в материальном мире. И наш мозг работает только в том случае, когда мы можем что-то потрогать, мы можем увидеть, мы можем почувствовать. Все остальное, если мы не можем осознать, понять, мы считаем, что этого не существует. Но слова имеют именно энергию. Наши эмоции, все, что мы делаем, также имеют определенные эгрегоры, определенные энергии. Итак, вот далее мы назовем примеры тех слов, от которых вам нужно нам как можно быстрее отказаться в своей жизни. Итак, проблемы одолели. Что-то меня гложет. Сколько крови мне попортили. Всю кровь выпили. Тошнит уже от ваших действий. Воротит от общения. Давят на меня. Всю душу растерзали. Побывали бы в моей шкуре. Чихать я хотела на вас. Терпеть не могу по отношению к кому-то. Сердце разрывается, аж тошнит от кого-то или от чего-то. Сидят на шее, отравляют мою жизнь. Нет сил. Не перевариваю его или ее. Принимаю близко к сердцу. Не хочется оказаться в чьей-то шкуре. Ломать голову над чем-то. Сплошная головная боль. Глаза бы мои этого не видели. Не хочу этого слышать. Злит, бесит. Сейчас мое терпение лопнет. Горько мне. Свет не мил. Если вы сейчас вдумаетесь в смысл этих слов, вы увидите, что в них уже изначально заложен посыл на те или иные болезни. А вы знаете, что мы хотим, что мы с вами повторяем, появляется в нашей жизни, пускай в этом случае даже и неосознанно. Вот, например, выражение «глаза бы мои этого не видели». Произнося эти слова, вы изначально говорите о том, что вам не нужны ваши глаза, что они лишние, и вы бы не хотели с ними видеть ними. Этим самым вы притягиваете в свою жизнь проблемы, которые связаны со зрением и, возможно, даже слепота. Или следующая фраза «Сейчас мое терпение лопнет». В данном случае вы делаете посыл того, что не способны справиться с ситуациями в вашей жизни, не готовы дальше бороться. Ваши руки опускаются, а этим вы притягиваете в свою жизнь сильную депрессию, которая будет мешать положительным энергиям к вам приходить. Или «не хочу этого слышать». Вы знаете, когда вы говорите об этом, что вам, например, не нравится слышать, например, то и вы говорите о том, что вы хотите быть глухими, потому что вам так будет легко и просто жить. Но получив это, вы не будете, к сожалению, счастливы. И таких слов достаточно много в нашей жизни. И когда вы начнете их анализировать, хотя бы время от времени, вы уже сами будете от них отказываться. Ведь если задуматься, то какие страшные вещи могут прийти к вам, и тогда вам больше просто не захочется действительно их произносить. Итак, друзья, каждое слово имеет свою силу, и вы только что это увидели на нескольких примерах. Их достаточно много, потому что у каждого человека свои слова, свой лексикон. Но, научившись управлять, вы сможете контролировать энергию вокруг вас. А самое главное, вы не будете привлекать негативную, деструктивную энергию и не будете вредить себе. Вам нужно, наоборот, чаще употреблять слова, которые будут притягивать только положительную энергию в вашу жизнь и изменять ее только в самую лучшую сторону,
с каждым днем. Попробуйте, друзья, и у вас обязательно все получится в вашей жизни.